Доброе утро, Стопгейм! В эфире Инфакт. Под конец сентября Mortal Kombat 1 получила первое сюжетное DLC Chaos Reigns. Помимо новых глав компании, в игру пролезли и новые герои, фем-версии Сектора и Сайрекса, Нуб Сайбот и парочка гостевых персонажей, что дотекают до игры до сих пор. Самой популярной теорией провала является завышенный ценник на 2 часа сюжетки. DLC оценивают в $50 и в крайне отрицательную категорию Steam по отзывам. Горочка контента не смогла так уж завидно привлечь игроков в послабевшую, по мнению критиков, часть именитой франшизы, и в итоге DLC продалось совсем не теми тиражами, что было запланировано. Согласно утечке от именитого инсайдера по мортачу Fate Unknown, студия уже готовила следующее DLC, снова с сюжетом и с еще одним комбат-паком персонажей, однако финансовый провал вынудил разработчиков остановиться и с высокой долей вероятности отменить и DLC, и пачку героев, включая несколько камео, создание которых уже было завершено. С одной стороны, как будто бы закономерно, с другой грустно, как всегда. А что будет с франшизой на самом деле, нам еще лишь предстоит выяснить. В свою очередь, Frostpunk 2 лишь начинает свое движение к светлому будущему, и вот на днях разработчики опубликовали план пострелизной поддержки проекта. Судя по карте, создание большого патча 1.2 завершено примерно на 40%, а его наполнении расскажут в ближайшем будущем. Следующее большое обновление запланировано на начало 2025, когда выйдет крупное и, что немаловажно, бесплатное контентное обновление игры, и следом она докатится до консолей PS5 и Xbox Series. А вот далее начинается интересное. На следующий год намечен релиз сразу двух больших и уже, видимо, платных дополнений Spectrum и Aurora. По словам 11-bit, каждая из добавок привнесет в игру что-то совершенно новое. Ну и на год 2026 в качестве ориентира выставлена и некая третья безымянная DLC. Между большими горочками авторы обещают непрекращающуюся поддержку игры с фиксами и улучшениями, которые они базируют на отзывах играющих. Дабы угодить им и сделать их пребывание в невыносимой мерзлоте максимально комфортным, насколько это возможно при таких обстоятельствах, и интересным. На прошлой неделе сетевые языки понесли молву, дескать, переговариваются там Sony и Kadokawa, на секундочку материнская компания From Software, о том, чтобы продаться друг другу. Чтобы Sony купила Kadokawa, вернее. И неожиданно для всех, журналисты из Bloomberg подтверждают эту информацию и дополняют ее рядом подробностей. По словам издания, Kadokawa хочет моментального и полного слияния с Sony, но совсем не хочет распродаваться по кусочкам. В это же время Sony заинтересована преимущественно отделами аниме и видеоигр, хотя у корпорации есть и всякие художества и литература, и журнальчики для взрослых. Журналисты и аналитики предполагают, что один лишь Миядзаки может встать в треть стоимости корпорации, учитывая его способность регулярно выдавать хит за хитом. В то же время отдел аниме, насчитывающий права на более чем 100 тысяч романов и комиксов, по которым можно снять аниме, может дать Sony желанное преимущество в международном распространении аниме, особенно учитывая приобретение таких активов, как Aniplex и Crunchyroll. 3 декабря 1994 года свет увидел самую первую Sony PlayStation. Нетрудная арифметика поможет вам вычислить день 30-летнего юбилея консоли. И к этому событию Sony уже начала активную подготовку. Ранее компания показала особое лимитированное издание PS5 и аксессуаров в стиле своей самой первой приставки. А теперь вот запустила ностальгический сайт-музей, посвященный истории разных PS-ок. Собственно, состоит веб-сайт из 2 страниц. На одной музей, на второй собрали всякие ништяки. Раздавали аватар для PSN, приглашают поучаствовать в викторинке и так далее. Также в рамках празднования игрокам дадут пощупать так называемую My First Gran Turismo от Polyphony Digital. У серии тоже грядет юбилей, чуть помельче, 25 лет. Как обещают компании, в игре присутствуют всеми любимые машины, трассы и события, вызывающие ностальгию и восторг, как при первом запуске Gran Turismo. Спекулянты считают, что игра является эдакой особенной демкой Gran Turismo 8. Ну и говоря о PlayStation, нельзя пройти мимо новости об уходе из компании одного из самых важных ее звеньев Шухея Йошиды. Йошида отдал компании более 30 лет жизни, побывал на самых разных должностях, включая президента Sony Computer Entertainment, развлекательного ответвления корпорации, и как раз главного по этим нашим PlayStation. А с 2019 года он отдал бразды правления и переключился на инди-сегмент предприятия. В 23-м он удостоился высшей награды BAFTA за выдающиеся достижения, и вот где-то тогда, по собственным признаниям, впервые задумался об уходе. Цитата. «Когда случилась 30-я годовщина моей работы здесь, я подумал, возможно, мне самое время двигаться дальше. Ну, знаете, в компании же все идет хорошо». Конец цитаты. Последним днем работы Йошиды станет 15 января следующего года. История прекрасная. Хорошего отдыха, Йошида-сан. А вот тут отдых выходит и незапланированный, и обстоятельства не из приятных.
На днях вы могли услышать новость о закрытии лишь недавно открытой студии бывшего ветерана BioWare Кейси Хадсона. Буквально день спустя стало известно о том, что студия бывшего сценариста серии Mass Effect Мака Уолтерса также настигла скоропостижное закрытие. В 2023 он основал студию Worlds Untold с планом на приключенческий AAA экшен с упором на повествование в мире недалекого будущего. К посту объявления о закрытии он приложил концепт. Надпись внизу справа «Мир первый». Печально, что по факту он стал нулевым и последним. По слухам, NetEase, под крылом которой когда-то и образовалась студия, оказалась не заинтересована в их дальнейшем сотрудничестве и просто обрубила, так сказать, снабжение. Однако Уолтерс настроен оптимистично и называет это закрытие лишь паузой на пути к следующей главе и, наконец-то, реализации задуманных идей. Цитата. «Пока мы поставили все на паузу, но это совершенно точно не прощание. Впереди еще много всего, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами следующей главой, когда придет время». Конец цитаты. Инсайдеры говорят, что Уолтерс уже занят активным поиском новых партнеров. Как будто снова вернулся 2023. Baldur's Gate 3 уже почти готова отправиться на покой, а Larian Studios почти готова полностью завершить поддержку игры. Но прежде чем это случится, нужен еще один большой бум. В 2025 игра получит 8-й крупный патч, в котором помимо пачки мелких и не очень, но багфиксов и исправлений, планируют внедрить целый работающий кроссплей для всех платформ, фоторежим со всякими настроечками, а также 12 новых подклассов, по штуке на каждый существующий в игре класс. Например, из монаха можно будет сделать пьяного мастера, который поглощает алкоголь и спаивает врагов. Лариан обещает новые умения, анимации, визуальные эффекты, фокусы и призываемых существ, а также уникальные озвученные реплики для рыцаря клятва отступника. Стресс-тест апдейта Лариан планирует провести в начале января. Участников отберут по заявкам, о старте сбора которых компания расскажет в ближайшее время. А в последней своей заметке они много хвастались сообществом, что завалило мастерскую модами. Скопилось более 3000 штук. И, кстати, о модах. Вы, возможно, помните, как несколько лет назад умелец под ником Халк Хоган мелькал в новостях как автор глобальной графической улучшалки для третьего Ведьмака. Прославился он настолько, что его HD-мод в итоге угодил в состав полного издания игры. А теперь он допилил и его. Вышло так не стыдно, что новостью о релизе мода The Witcher 3 HD Reworked Project Next Gen Edition поделилась сама CD Projekt Red. Мод улучшает разрешение большинства текстур, увеличивает детализацию моделей, улучшает правдоподобность рельефных объектов, увеличивает дальность прорисовки, дорабатывает шейдеры у измененных ассетов. При этом Халк Хоган утверждает, что в моде нет никакой отсебятины и все сделано с уважением к миру Ведьмака, и уверяет, что влияние на производительность минимальное. Однако для игры с настройкой текстур Ultra Plus потребуется больше видеопамяти. Ссылки на где что брать ищите в описании к выпуску. Ну и быстрячок под занавес, в Steam стартовала осенняя распродажа. Море скидочных предложений и забавный трейлер события, в котором диктор не может определиться с тоном рекламирования такой разношерстной подборки акционных товаров. Из интересного наш новостник Андрей Маковеев подметил вот такой списочек. Тут и недавняя Space Marine 2, и третья Dark Souls, и Cult of the Lamp, Valheim, Crusader Kings 3 и многое другое за полцены и ниже. Поглядите. Распродажа продлится до вечера 4 декабря включительно. А выпуск на этом закругляется. Заглядывайте на наш сайт stopgame.ru и обязательно изучите свежую статью Кирилла Волошина, где тот делится своими соображениями после просмотра заключительного сезона Arcane. Доброго дня!